В мире криптовалют новые токены появляются буквально каждый день. И как понять из всего этого многообразия токенов, какие стоят вашего внимания, а какие нет? В этом видео я хочу вам рассказать об одном из токенов, который стоит вашего внимания, и как минимум стоит изучить про него информацию, потому что проект действительно достойный и токен у него достаточно сильный. Как вы могли понять по названию ролика, сегодня у нас пойдет речь о токене Kudos. Kudos — это нативный токен Kudos Network. И в этом видео я расскажу вам абсолютно всю информацию, которая вам нужна для изучения и понимания, что из себя представляет токен Kudos. Хочется сделать небольшой дисклеймер. Это видео не финансовый совет. В любом случае самостоятельно изучайте информацию перед тем, как инвестировать во что-то и вкладывать свои деньги. Перед тем, как мы перейдем к самому токену, я хочу вам кратко рассказать, что же такое Kudos Network. Kudos Network предлагает возможности децентрализованных облачных вычислений. Kudos Network является достаточно экологичным блокчейном, потому что они стараются быть углеродно-нейтральными, и у них достаточно много партнеров, которые помогают им сохранять свою экологичность и уменьшать свой углеродный след в природе. Одним из партнеров Kudos по углеродной нейтральности является Climate Trade, который предоставляют углеродные кредиты. Также одним из партнеров является Energenetic. Они тоже помогают Kudos становиться более экологичными. В наше время это действительно очень важный аспект, и Kudos старается быть максимально экологичным. Kudos стремится объединить вместе DeFi, NFT, метавселенные, игровой опыт, чтобы создать новое видение Web3. Среди партнеров Kudos мы можем видеть такие крупные бренды, как Animoca Brands, AMD и PlayStation. Теперь давайте переходить к самому токену. Как я уже сказала раньше, Kudos — это нативный токен Kudos Network. Kudos — это токен ERC-20 в сети Ethereum, но также Kudos есть в сети Ethereum и есть Kudos в сети Kudos. Теперь давайте поговорим о том, для чего используется токен Kudos. В первую очередь это управление, потому что токен Kudos дает возможность своим держателям принимать участие в управлении сетью, помогает голосовать, предлагать какие-то новые введения в сеть и оптимизировать ее. Второе использование токена Kudos — это стейкинг. Стейкинг помогает зарабатывать. Я думаю, если вы знакомы с миром криптовалют, вы знаете, что такое стейкинг, и Kudos тоже можно стейкать. Про стейкинг я расскажу более подробно, немножечко попозже в этом видео. Также токен Kudos используется для вознаграждений пользователей сети, которые принимают активное участие в ее развитии. И так же, как и любую другую криптовалюту, Kudos можно торговать на разных криптобиржах. Раз уж мы уже заговорили про стейкинг, давайте я вам кратко расскажу про него, потому что тема стейкинга — это действительно очень большая тема, и это достойно отдельного видео, поэтому сейчас я расскажу вам кратко для общего понимания. Стейкинг — это популярный вид пассивного заработка в мире криптовалют, и Kudos не исключение. Kudos Network использует консенсус Proof of Stake, который позволяет холдерам участвовать в валидации и получать за это вознаграждение. Стейкинг — это простой способ помочь сети в развитии, а также заработать награды. Если вы заинтересованы в стейкинге Kudos, то вы можете пройти на веб-сайт, ссылки все я оставлю в описании, и у Kudos есть такая прекрасная возможность, это Kudos Dashboard, на котором вы видите всех валидаторов, вы с легкостью можете отправить свои Kudos, выбрав просто нужного валидатора, и заблокировать свои токены на определенное время. И потом уже у вас будет показано, сколько у вас застейкано токенов, сколько у вас заработано токенов. Более детальная информация, опять же повторюсь, на сайте Kudos, а также сейчас я предложу небольшую инфографику, быстрый способ, как поэтапно начать стейкать в Kudos.
Если вы в этом заинтересованы, можете просто сделать скриншот и сохранить себе это. А также, если вы заинтересованы в том, чтобы стать валидатором CUDAS, вам нужно будет иметь 2 миллиона монет CUDAS. И после этого вы можете стать валидатором. Более подробную информацию, опять же таки, все ссылочки оставлю на каждую страничку. Ну вот вы, например, уже захотели стейкать CUDAS или вас просто уже заинтересовала эта монета. Но где же ее получить, на каких криптобиржах ее можно купить? Первая криптобиржа — это KuCoin. На самом деле бирж больше, но я расскажу о 3 самых основных и которыми пользуюсь я. Первая биржа — это KuCoin, я ей пользуюсь по большей части. Биржа KuCoin предлагает покупку и продажу токена CUDAS только в ERC-20, но KuCoin сейчас очень активно сотрудничает с экосистемой Cosmos, а CUDAS у нас это часть экосистемы Cosmos, и, возможно, в дальнейшем мы можем увидеть токен CUDAS в сети CUDAS. Не менее известная биржа — это Crypto.com. Она также предлагает торговать токеном CUDAS ERC-20. И последняя, но не по значимости биржа, на которую может торговать CUDAS, это Gate.io. Она также предлагает возможность торговать токеном CUDAS ERC-20. Хорошо, токены вы купили, но как же теперь их перевести из токенов CUDAS в Ethereum в токены CUDAS в сети CUDAS? Для этого у CUDAS есть шикарная возможность, и это CUDAS Bridge. CUDAS Bridge — это мост непосредственно от самих CUDAS Network. Этот мост позволяет буквально за один клик перевести ваши токены из Ethereum в сеть CUDAS и наоборот. Какие кошельки поддерживают токен CUDAS в сети CUDAS? Во-первых, это кошелек Kepler, и его я рекомендую лично от себя, потому что я сама им пользуюсь, и представители команды CUDAS также рекомендуют его. Вторым кошельком, который рекомендуют представители команды, это Cosmostation, но я Cosmostation не пользовалась, поэтому ничего про него сказать не могу, это просто рекомендация от команды. Но, насколько я знаю, большинство пользуются кошельком Kepler, потому что Kepler более известный кошелек и удобный, и, скорее всего, если вы хоть немного интересуетесь криптовалютой, скорее всего, он у вас есть, и вам не нужно будет создавать новый кошелек. Давайте переходить к токеномике, и для наглядного видения я приложу инфографику, и мы будем уже с вами по ней все рассматривать. Полный supply токена CUDAS — это 10 миллиардов, который будет распределен и использован по значениям, которые мы можем видеть на инфографике. Давайте начнем по порядку, и первое — это у нас 1.67%, это Public Sale. Public Sale — это те токены, которые были залищены на криптобиржах или на лаунчпаде. Давайте переходить дальше, и 5.55% это у нас Private Sale и стратегические инвесторы. Токены были проданы инвесторам в seed-раунде, и какие токены были не проданы, они были отправлены в фонд либо экосистемы, либо для развития сообщества. 5% у нас идет адвайзерам, 20% на команду, 34% это у нас экосистема и комьюнити, и 33.78% это резервные токены. Давайте переходить дальше. Как мы можем проанализировать токен CUDAS? Естественно, для анализа мы можем использовать такую известную площадку, как CoinMarketCap. Монета CUDAS на ней представлена, и мы с легкостью можем отсмотреть ее график за любой срок, день, месяц и какой вам нужен. Так, несмотря на то, что токен CUDAS очень сильно упал после ICO, он в любом случае остается достаточно стабильным, потому что в течение месяца его цена остается примерно одинаковая, она не сильно падает, не сильно повышается, но в любом случае, я повторюсь, это не финансовые советы, я не аналитик, и я просто говорю свое мнение. Что я еще хочу сказать по поводу аналитики токена CUDAS? В любом случае,
цена токена будет зависеть только от новостей проекта, от каких-то нововведений и так далее. Возможно, в будущем мы увидим что-то действительно крутое. В будущем, кстати, у Kudos Network должна выйти roadmap, мы ее очень ждем, чтобы понять, что нас ждет в ближайшем будущем. А также сейчас, к сожалению, медвежий рынок, и это тоже стоит учитывать, поэтому цена не такая высокая, как хотелось бы. Лично я верю в токен Kudos, потому что очень большое количество крупных партнеров, а также сама идея проекта и ее исполнение очень-очень на высоком уровне, поэтому я уверена, что в ближайшем будущем, как только мы выйдем с медвежьего рынка, я очень надеюсь, что это произойдет скоро, токен Kudos, его цена очень сильно вырастет. Что я могу сказать в заключение? В этом видео я рассказала вам все, что нужно знать про токен Kudos, от того, где его получить, до того, для чего он используется. В любом случае, еще раз повторюсь, третий раз, это не финансовый совет, вы в любом случае сами должны изучать информацию и более тщательно подходить к своему портфелю, инвестиционному портфелю. Я считаю, что токен Kudos заслуживает вашего внимания в 2023 году, потому что команда проделывает невероятную работу и создает уникальный продукт. Помимо этого, я уже несколько раз тоже упоминала про то, что у Kudos очень большие партнеры. Это тоже очень сильно влияет как на цену монеты, так и на развитие проекта. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Не забывайте, что все ссылки, абсолютно все ссылки на Kudos Bridge, на Kudos веб-сайт Kudos, на какие-то соцсети Kudos, на как стейкать и так далее, я оставлю в описании под видео. Заглядывайте туда, пожалуйста, и ищите, что вам интересно по запросу. Также оставляйте ваши комментарии, если вам понравилось, не понравилось видео, что вам было полезно, и, возможно, что бы вы хотели узнать еще. Подписывайтесь на мой канал. Я являюсь амбассадором Kudos, поэтому я действительно могу вам дать какую-то полезную информацию конкретно по этому проекту. Если вас также интересует, как стать амбассадором, тоже задавайте вопросы. Я обязательно вам отвечу и сниму какое-нибудь отдельное видео. Спасибо большое вам за просмотр. До новых встреч. Пока.